Всем привет! Специфика канадского рынка. Вот румпельная яхта. Вот, румпель, кстати, отличный. Недавно сделали. Вот, супер классно. Вот. С ним, собственно, проблем нету. Вот. Проблема у нас вот в этом рундуке. И ситуация там вот какая. Значит, вот труба румпеля. Вот она, да? Там уходит валер. Вот, а сверху у нас вот такая вот дыра. Вот. Из-за чего дыра эта образовалась? Есть несколько версий. Вот. Но с дырой с этой надо разбираться. Причем она вот имеет достаточно сложное происхождение. То есть вот сейчас переключу. Трещина начинается вот отсюда. Видно, да? Вот, то есть такое ощущение, что какая-то сила, действуя снизу, эту трубу у нас разорвала. Вот, соответственно, чтобы это дело починить, лучше всего, конечно, разобраться, что изнутри было. Есть два варианта. Первый вариант — это если туда попала вода. Значит, сама внутри вот эта вот серая труба, это еще не баллер. Это просто металлическая труба внутри стеклопластика. Вот. И там происходит внутри уже баллер. То есть, если я кручу этот самый румпель, то вот эта серая штука внутри, она не поворачивается. Вот. Соответственно, что-то между этой металлической трубой и самим стеклопластиком вспухло и разорвало стеклопластик изнутри. Два варианта. Либо это вода, замерзшая зимой. Вот. Либо второй вариант есть. Это, возможно, щелевая коррозия, если эта серая штука это, например, алюминий. Как проверить, что это алюминий? Ну, один есть косвенный способ попробовать магнитом. Вот, сейчас попробуем. Вот, достаточно сильный магнит. Вот, он очень хорошо магнитится. Очень хорошо магнитится к железу такому высокоуглеродистому. И к нержавейке почти не магнитится. Ну, кстати, чуть-чуть прилипает. Для любителей проверять магнитом нержавейку. Вот это, скорее всего, нержавейка 304. Вот, она в соленой воде будет ржаветь. Вот. Ну, а вот это алюминий, да, у нас. К алюминию вообще не пристает. Вот, я подозреваю, что там внутри стоит вот такая алюминиевая труба. Вот, но сложно сказать. Сейчас проверим. Так. Подсвечиваем. Ну, вообще ноль. Легкая магнитность есть, но я думаю, что это легкая магнитность скорее от металлического баллера, который там внутри проходит. Там точно не железо, потому что железо давало бы бурую ржавчину при влажности. Там что-то серое. И это серое очень похоже на окисляющийся алюминий. Значит, тогда проблема достаточно серьезная. Вот, она связана с тем, что в какой-то момент между вот этим алюминиевым
вкладышем и стеклопластиком снаружи затекла вода, которая вызвала щелевую коррозию алюминия. Вот. И побороть эту проблему очень сложно, потому что надо этот вкладыш алюминиевый оттуда как-то вытаскивать, а он из-за того, что окислился, там намертво просто влип. И фактически ситуация может свестись к тому, что придется выпиливать всю вот эту вот трубу и вставлять что-то новое. Это не бог весть какая сложность, да, круглую конструкцию стеклопластика накрутить. Вот. Но это сложнее, чем просто взять и замотать бандажом вот эту дырку. Я боюсь, что со временем эта трещина, вот эта вот, которая здесь вот идет, эта трещина будет идти дальше, потому что давление изнутри, оно будет сохраняться и со временем возрастать из-за того, что алюминий продолжает окисляться, из-за того, что туда попала вода. Вот. И когда эта штука, трещина, опустится ниже ватерлинии, тогда лодке вообще может капздык наступить, она затонет. Ватерлиния у нас проходит где-то вот здесь вот, да, то есть эта трещина, она как раз уже подходит к ватерлинии. И если вот такая вот дырка возникнет где-нибудь вот здесь, вот, то в лодку начнет поступать вода, и она потонет. Вот, в общем, такие вот дела. Вот, пока что решено здесь сделать бандаж и посмотреть, как это все дело пойдет до следующего сезона. Если в следующем сезоне ситуация повторится, будем, соответственно, делать новую дейдвудную трубу. Ой, не дейдвудную, новую трубу для баллера. Вот, и просто ее вклеим туда. Без этого алюминия. Да, чтобы подтвердить наличие все-таки, что это именно алюминий, надо подумать, каким образом это можно сделать. Возможно, какой-то химический тест. Если у кого-то есть идеи, как проверить химический состав на присутствие алюминия, напишите, пожалуйста, в комментариях. Спасибо. Вот это наше море. Оттавское. Ниже по течению пороги, туда соваться нельзя. Вот. Но сверху по течению достаточно много места, чтобы походить под парусом. Так, и это у нас уже так по мелочи, но все равно важный стандарт безопасности выхлопных систем. Во всех соединениях выхлопные системы должны быть на двух хомутах. Здесь, здесь, здесь. И, соответственно, всю дорогу до двигателя, если где-то там труба размыкается, там глушитель есть в машинном отделении, соответственно, должен двойной хомут стоять. И двойной хомут должен стоять из нержавейки. Вот, здесь, не знаю, похоже на оцинковку. Вот это вот больше на нержавейку похоже. То есть вот эту оцинковку, по идее, надо заменить, поставить два хомута из нержавейки, здесь просто еще один хомут из нержавейки поставить, и то, что там в машинном отделении, аналогично. Вот в продолжении истории с выхлопом, здесь, соответственно, глушитель, также с одинарными хомутами. Вот. То есть везде абсолютно по одному хомуту на выхлопной трубе стоит. Должно стоять по два. Так, а здесь у нас стоит бета-марин двухцилиндровый, такая малютка очень милая. Вот, здесь у него небольшая проблемка. Значит, в прошлый раз
я сказал, что надо ремень поменять, потому что ремень был совершенно в хлам. Ремень поменяли, но, в общем, поднатянули, но мне кажется, недостаточно. Мне кажется, можно еще немножко натянуть. Но это не самое главное. С альтернатором здесь надо смотреть. Потому что на нем облезла краска. Я подозреваю, что он в свое время сильно перегрелся достаточно. Его нужно протестировать. Посмотреть, какое он дает напряжение, какой ток. Вот. И, возможно, ему потребуется обслуживание. Вот, еще одна неприятная штука. В трюме обнаружилось какое-то ненормальное количество дизеля. Вот. При этом бак стоит там новый. Вот он там, вдали. Надеюсь, что видно. Вот. Пластиковый. То есть нету никаких подозрений, что это бак протекает. Возможно, где-то течь топливной системы. Ну, эту течь, соответственно, надо найти и устранить. Вот. А вытекшее горючее надо будет утилизировать. Так, ну вот. Здесь у нас фильтр-сепаратор первичный. Есть подозрение, что он, по крайней мере, он подтекает. Вот, то есть видно, что моя рука мокрая. Вот. Бак находится выше, чем фильтр-сепаратор по уровню. То есть чисто теоретически, если, например, там где-то было что-то плохо затянуто, оно могло просто из бака стечь. То есть сейчас я активной течи не вижу. Вот, но оно могло просто стечь из бака, соответственно, в трюм. Вот, в трюме у нас, ну, не меньше 10 литров дизеля. Вот, бак 40-литровый, насколько я вижу. Вот, трюм просто залит дизелем, я не знаю, 10, может быть 20 литров. Вот, это, соответственно, примерно половина вот того бака, который там стоит, как минимум. Еще одна проблема нашлась в машинном отделении. Это вот этот вот шланг. Это шланг трюмной помпы. Вот. Видно, что он перетертый. А перетирается он потому, что он трется о фланец соединения вала. Вот. И этим, соответственно, тоже надо заняться. Шланг этот надо будет заменить и провести его таким образом, чтобы он не терся ни обо что. Вот. То есть там как бы ему осталось совсем немножко, чтобы он сломался. Это трюмная помпа, безопасность. Необходимо, соответственно, особенно на лодке, где труба баллера от того, где совсем растрескается, надо, чтобы трюмная помпа была хорошо исправна. А особенно, да, и обязательно надо как можно скорее удалить отсюда горючее, потому что если вдруг в лодке появится течь и придется срочно ее откачивать, то хозяину влетит гигантский штраф. Это внутренние водные пути канадские. Здесь такие штуки не проходят. Вот, еще одна вещь тут такая мелкая, но неприятная, и с ней надо разобраться. Шланг охлаждения перетерся. Обо что перетерся? А вот здесь вот такая вот полочка, ну, то есть даже ступенька, да, она как раз вот здесь вот об этот шланг касается. И он за какое-то время от вибраций перетерся. Вот. А случилось это потому, что шланги эти не армированы. И вообще везде вся система здесь вот подводки забортной воды
вся с неармированными шлангами. Ее надо все заменить. Поставить нормальные шланги, которые не перетираются. Так, ну еще одна проблемка небольшая. В этот раз с батареями. Решил я их посмотреть. Вот, значит, здесь вот эта вот группа, это одна батарея, это только для запуска дизеля 23 года, достаточно новая. Вот, вот эти две, это сервисная группа. Обратил на себя внимание то, что здесь стоит май 2014 года, то есть этой батарее 10 лет, она должна быть дохлая. Вот, здесь дата нету. Для того, чтобы посмотреть состояние, я их разъединил. Значит, они показывали вместе, там было напряжение 11, где-то 3,3 вольта. Вот, после того, как я их разъединил, это стало показывать 11,9, то есть она как бы еще живая, хотя не факт. Вот, это сразу упало до 11,2. Вот, ну, что и требовалось доказать. Батареи, конечно, свинцовые 10 лет не живут. Соответственно, вот эту батарею лучше всего заменить или, по крайней мере, отключить. Она никакую полезную нагрузку не несет. А работает в основном эта батарея. Причем из-за того, что она соединена с дохлой батареей, она быстрее сама умирает. Здесь также есть небольшое нарушение стандартов установки батарей. Это не закрытые электрические положительные контакты батарей. Они должны быть заизолированы от случайного короткого замыкания. Еще один момент, это значит фиксация батарей. И вообще, в принципе, как их устанавливать. Батареи должны быть установлены в контейнеры, которые защищают от утечки электролита. Потому что если кислота начнет из них выливаться, потому там жидкий электролит, вот, то она может проесть, соответственно, днище лодки, как вообще за здорово живешь, серная кислота. То есть они должны быть не просто зафиксированы, они там в такую достаточно хорошую установлены, хороший каркас, но в этом каркасе нету места для установки контейнеров для батарей. То есть по-хорошему такой каркас должен был сделан, но под контейнеры, и батареи должны были ставиться в контейнеры. И третий момент заключается в том, что батареи должны быть зафиксированы и сверху тоже. А здесь вот они какими-то липучками достаточно хилыми зафиксированы, но держатся в основном только за счет своего веса. А по-хорошему, особенно на парусных лодках, батареи должны быть зафиксированы от движения в любую сторону, включая вверх, не более чем, соответственно, на 1 дюйм, на 2,5 сантиметра. Вот, в данном случае они от движения вверх не зафиксированы никак. Ну, то есть из ближайших действий, что надо сделать, вот эту батарею я советую отключить. Лучше заменить обе батареи, потому что насчет второй батареи у меня тоже есть сомнения, что она из-за этих издевательств сохранила свою жизнеспособность. Еще один маленький моментик, но он совсем как бы маленький, но полезный. При подключении проводников к полюсу батареи необходимо, чтобы проводник меньшего сечения был сверху, а проводник более толстого сечения находился снизу, то есть ближе к батарее. В данном случае у нас есть небольшое отклонение от этого стандарта. Я сейчас не могу сказать, какого это грейда проводник, но он явно тоньше, чем вот этот вот. То есть подозреваю, что вот это вот 16, а это 14. Да, и еще такой момент важный, чуть не упустил. Значит, под гайками здесь должны стоять гроверы везде. А здесь нигде гроверов нет. Почему? Потому что в морских условиях ослабляются гайки. Соответственно, это может привести к плохому контакту и к неэффективной работе батарей. Не думаю, что это может к пожару привести, но, по крайней мере, к преждевременному выходу из строя батареи запросто. Поэтому ставьте гроверы. Или самоконтрящиеся гайки. Если делать совсем по-хорошему, то эти батареи должны быть установлены в кислотостойкие контейнеры.
и должны быть жестко зафиксированы от движения в любом направлении более чем на там, 2,5 сантиметра. При этом контейнеры должны быть обязательно вентилируемые. Под крышкой контейнера все равно вот эти вот контакты батарей должны быть защищены от случайного короткого замыкания, когда работаешь с инструментом, батареями. Да, и гайки, соответственно, здесь должны быть самоконтрящиеся. Кажется, ничего не забыл. Ну, естественно, что там правило подключения проводников не больше 4 на один полюс, на один контакт. И правило подключения проводников, соответственно, самый толстый проводник снизу, и чем тоньше проводник, тем выше он находится по отношению к полюсу батареи. Другое нарушение стандарта электрического, значит, это у нас подключение берегового питания и свободно свисающий под собственным весом кабель. То есть он не должен висеть на клеммах, его обязательно надо фиксировать в этом месте. Иначе рано или поздно под собственным весом от вибрации эти контакты могут нарушиться, что может привести потом к перегреву этих контактов и пожару. Ну, вот это, конечно, коронка просто сегодняшняя. Это заземление заливной горловины для топлива. Прекрасно. То есть тут оно подключено, значит, когда-то оно было нормально. Вот этим концом оно, наверное, было подключено к стальному баку, который был, соответственно, заземлен. Вот. Но так как бак поменяли на пластиковый, то решили, что заземление здесь не нужно. Но это просто артефакт какой-то. Значит, здесь у нас горловина сверху. Эта горловина подсоединена к тройнику. Из тройника все это дело выливается за борт. Вот. А другой стороной шланг подключен к ручной трюмной помпе. То есть я понимаю, что ручная трюмная помпа это ее сброс. Вот. Но смысл этого тройника, который соединяет ручную трюмную помпу с заливной горловиной на палубе, это вообще непонятно.